Всем салют! В этом видео речь пойдет о дилемме, которая сейчас стоит, я думаю, перед каждым игроком, да. Это что в первую очередь качать? Или навыки у зверей, или же храм зверей. Я для себя вижу три варианта развития этих событий. Первый вариант, если у вас один-два героя топовых, да, которыми вы воюете, остальных вы практически не используете, да, играете с небольшим количеством доната, тогда есть смысл прокачать вашего основного зверя по максимуму. Второй вариант, если же наоборот вы заводите мобилизацию, вы там основной игрок в союзе, вы заводите там на 10 героев, на 7-8 героев мобилизацию там, на столице, защищаете сервер, ну в разных ситуациях, да, и вам нужно задействовать много героев, соответственно прокачать много героев, много питомцев будет гораздо сложнее, поэтому в такой ситуации есть смысл покачать именно храм войны, да, храм зверей, и получить бонусы, усиливающие именно всех ваших героев. И третий вариант, это, так сказать, планомерная прокачка и зверей, и храма, да, то есть тут зависит от того, какие вы цели ставите, да. Если вы воюете там где-то на арене, на драконах периодически сражаетесь, да, у вас основное развлечение именно арена, где-то героя отправляете в мобилизации, но вы не основной, да, то тогда вы можете прокачать одного, двух, трех зверей, не обязательно на максимум, да. Вот, к примеру, можно прокачать пассивные таланты, пассивные навыки, да, то есть постараться под максимум прокачать, так как активные навыки, которые сейчас у нас есть возможность прокачивать, стоят очень дорого, да, то есть один пассивный, вернее, один активный навык по прокачке приблизительно равен 3 пассивным. И если это у старых зверей, да, таких, которые в основном чаще всего используются, ну тут не все есть, да, но, например, там снежный ребенок, крылья смерти, у них прокачка активного навыка дает не очень большой прирост, да, то есть мы здесь видим уменьшение урона было 70%, станет 75%. Вот, коэффициент как был 40, так и останется. Ну, то есть, единственное из бонусов при полной прокачке, да, есть шанс 15%, что на втором ходу и еще раз работает этот навык, да, то есть, ну, золотому дракону довольно-таки актуально, да, первый ход вас поатаковали, сбили щит, на втором ходу он сработал этот буст, и вы опять все ваши юниты защищены. Но это очень накладно, это очень дорого, и поэтому я же говорю, что есть смысл просто прокачать пассивные навыки, да, и потом подкачивать академию, вернее храм. Вот, поэтому храм тут очень дорого прокачивать, да, то есть большие затраты нужны. И опять же, нужно из плюсов то, что вот если вы доходите до сияния зверя, прокачивать его на 5 полностью, ну на максимум, да, остальные вы можете прокачивать любые на выбор, которые вам нужны, да, то есть если вы играете от физика, вы можете прокачать физатаку на максимум, потом поднять. Против вас, если играет кто-то магами, вы прокачаете магический барьер, маг-защиту. Также можно потом прокачивать именно снижение урона от определенной фракции, да, то есть, ну, это довольно-таки дорого. Но здесь снижение идет на 40%, и если вы прокачаете на максимум, довольно-таки хорошо вам может помогать. И поэтому тут выбор нужно делать каждому индивидуально, исходя из того, какие цели и задачи вы перед собой ставите. Гнаться за какими-то топами, да, которые обладают большими ресурсами, прокачивать зверей и храм одновременно в большом количестве, да, ну не стоит, вы так не сможете. Поэтому стоит прокачивать более узко и точечно, да, то есть прокачали навыки у зверей пассивные, они дают большой прирост, да, там на 50, ну, прирост с 25% силы на 50%, да, 100% считай увеличивается. Соответственно, и другие навыки, да, мораль повышается в 2 раза, или дизмораль, вот, и это дает большое такое преимущество в бою, да, то есть усиливает вас очень хорошо. А потом уже точно выбирать навыки здесь, в храме, да, и их прокачивать. И все будет у вас хорошо. То есть, опять же, если у вас есть какое-то свое видение, да, поделитесь в комментариях, потому что эта тема довольно новая. Сейчас все с ней столкнулись, каждый качает по-своему. Кто-то, у кого-то лучше получится, у кого-то хуже. Я с удовольствием бы узнал чье-то другое мнение, потому что здесь нет какого-то единого мнения, на мой взгляд. Ну, поэтому стоит прислушаться друг к другу. На этом все. Всем спасибо.